Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Немо. Таро расклад– неожиданная правда, которую вы узнаете. Что из тайного для вас совсем скоро станет явным. Вот давайте с вами узнаем. И наш, конечно, расклад подойдет как и для мужчин, так и для моих любимых девочек. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла, куда от него деться, правда? Берите от нашего расклада лишь то, что откликается в вашей душе, что вот именно, может быть, событиями жизни, того, что происходит сейчас, тоже перекликается. И вначале мы выполним сигнификацию. У нас сегодня две колоды волшебные, я бы сказала, в Чаромаркете. И вот давайте на колоде Ленорман мы попробуем разузнать, чтобы вы могли прояснить для себя, насколько вам подходит наш расклад. Что же происходит в вашей жизни прямо сейчас? Кто вы? Кому сегодня карты раскроют тайны? То есть есть тайна, да, мы об этом не знаем. Но, тем не менее, вот как вы воспринимаете, что в вашей жизни происходит прямо сейчас. И вот смотрите, вот эта карта, мне всегда хочется сказать одно слово – задвоенность. Почему? Потому что у нас есть, вообще карта называется лилия, изображены калы, но смысл тот же. Лилия – это холодная энергия, но это искренняя энергия. И есть сама по себе какая-то правда на данный момент. Но это не правда голая сама по себе, да, или какое-то как свидетельство или новость. Нет, тут как новая конфигурация по старому вопросу, старой проблеме, потому что Чаромаркете точно такие же цветы изобразил на витраже. Вот у вас какой-то нерешенный вопрос на данный момент, может быть, и вы сами себя так настраиваете, более на рациональной энергии. А возможно, вы просто именно сейчас должны закрыть какую-то тему, может быть, и проблему, или один какой-то вопрос у кого-то по документам. Может быть, здесь еще и присутствуют договоренности. Возможно, вам нужно получить ряд документов или каких-то важных бумаг, или вам предстоит важная встреча, которая тоже будет свидетельствовать либо о договоренностях, либо конкретно документ, когда мы поставим печать, или если таковая имеется свою, или мы поставим свою подпись, поставит эту подпись или печать кто-то другой. Ну, все-таки тут больше такое что-то официальное. И для вас это может означать вопросы дома. Вообще волшебная карта, карта дерева, мы говорим корни. Где я, с кем я, в каком месте я собираюсь находиться. Поэтому тут как и планы по перемещению, для кого это актуально, да, где вы будете, может быть, последующее время находиться, где вы будете жить, возможно, сами по себе вопросы или аренды, или купли-продажи недвижимости. Но все же дерево – это корни, это родственные связи, это где-то, может быть, и ваши близкие, или пусть это даже взаимоотношения или история, которая длилась долгий период времени, но вот она теперь выходит на совершенно новый круг. Вам нужно с этим что-то делать, разобраться. Возможно, это и прежде вы где-то пытались решить подобный вопрос, но у вас не получалось. Я такое не исключаю. Но именно для вашего благополучия, вот посмотрите, вам какую-то тему нужно как закрыть или для себя прояснить. Прояснить почему? Тайны, мы сказали. Кстати, аркан книга – это и есть какие-то тайны. И Чаромаркете циферблат изобразил. То есть идет какое-то время. Где-то это может быть, как перекликается с первой картой, что да, история не нова, длится какой-то срок. Значит, ситуация достигает пика именно для того, чтобы вами было принято важное решение. Но если мы говорим важные бумаги, документы, инстанции, вполне вероятно, путешествие по офисам, по кабинетам, ну или по каким-то учреждениям, да, высокопоставленным людям, или просто тем людям, которые, ну, они признаны по долгу службы, роду службы, занятости, прояснять, или что это, как работает закон, или какие вы имеете возможности, но каких не имеете. То есть тайна, тут нужно именно с чем-то разобраться. Вот вы сейчас как будто разбираетесь как раз в каком-то прежнем вопросе. Именно потому, что не должно быть вот какой-то путаницы. Я могу сказать, кто вы. Тот человек, который имеет планы на будущее. Но как подступиться к этим планам, вы явно сейчас пока не знаете. Что еще о вас расскажут карты?
Более того, вы предполагаете, вот смотрите, прежняя ситуация, да, что, может быть, уже есть предварительные договоренности. Явно вы какую-то работу уже проделали. Но, видимо, еще пока не подвели под знаменатель. И, видимо, вы предполагаете, что это может пойти и так, а может быть и эдак, да? То есть нет пока ясности леса. Вы допускаете, что перед вами либо как скрывают что-то, или отношение к вам скрывают, я этого тоже не исключаю. Или когда люди, может быть, сознательно какой-то период времени, ну, играли в молчанку или сознательно уходили от ответственности. Тут ведь у кого что. Люди, которые сознательно, может быть, даже, а может быть, и это было связано с нежеланием. Вот мы говорим, очень так логически правильно выпало, да? Если аркан письмо, это, в принципе, может означать и документы, как я говорила. А аркан птицы – это хаотичные новости, хаотичная информация, разрозненная. Тут и люди ненадежные. Сказали одно сегодня, а завтра они уже передумали. Ну ладно, передумали, полбеды, так еще и нас это об этом не предупредили. То есть вот что в вашей жизни сейчас? Недоверие. Может быть, и есть те вопросы, которые даже по документам пока еще представляют запутанную историю или клубок противоречий. Где-то карты говорят, что ты в этом наведешь порядок. Тебе как будто это по судьбе. Но, может быть, на данный период времени частично вы что-то могли уже где-то прояснить, потому что все-таки верхние карты нам говорят, что вы идете, как я говорила, не один день, да, вот этой дорогой. Но еще пока это не финиш. Еще вы пока что-то на руки либо не получили, да, как важную бумагу, либо еще что-то не состоялось. И очень много вокруг вас может быть сбивчивая информация или обстановка вокруг вас сейчас тоже какая-то ненадежная. Это факт. Тут есть о чем, может быть, поэтому вы смотрите это видео. Есть о чем поразмышлять. Как будто нужно самому себе подстелить соломки. И вы, скорее всего, допускаете, кто-то не верит. Кстати, кто-то даже может из вас не верить вверху аркан дерева. Даже, ну, может быть, это ваши родственники или те люди, с которыми у вас долго длится общение. Кого-то, увы, близкие люди подвели. Или пусть это не буквально ваша, ну, кровная родня, а конкретный человек, да, ваша история личной жизни, когда тоже так сложилось, что вы остались один на один с какой-то сложной ситуацией. Вы не ожидали, скорее всего, потому что по аркану змея это всегда либо известие, либо чужое решение, но для нас как гром среди ясного неба. По сути, змея, предательство – это какой-то обман. Как можно скорее вам хочется от всего от этого освободиться, но в то же время что-то вас еще соединяет. Первая карта не случайно, задвоенность, я сказала. Нерешенная тема. И посмотрите, это ж надо так вот, собрались карты. Давайте еще одну достану. Вот прямо сейчас, если. Ага. Ну, даже сложно подумать, каким образом можно было еще достать эти карты, вот чтобы вот все то, что не со знаком плюс, выпало в один ряд. Лиса, змея, путаница, вранье, будем говорить, да, или обман сознательный, может быть, и несознательный. Ну, вот все то, что вот, как знаете, вокруг вас, ну, как хочется сказать, какое-то болото создали, или создало, или болотистую местность, когда непонятно, куда вступать, с кем говорить, как вообще тут на что сориентироваться. Более того, еще и какие-то преграды. Всегда аркан гора – это какое-то препятствие. И вот хочется освободиться и от препятствий, и вот от какой-то путаницы. Возможно, и информацию поэтому кто-то ездит в инстанциях, проясняет. Вы переходите от мысли к делу. От того, что даже, может быть, и было обещано, вы, скорее всего, на данный период времени для себя, может быть, не один план составляете, план А, план Б, план С. Тут явно нужно что-то просчитать и как будто быть готовым к тому, чтобы, если что-то меняется резко, чтобы не остаться вот как когда-то прежде в какой-то патовой истории. Вы допускаете, кстати, что
Ну вот тут есть еще какой-то период времени, может быть, взаимодействия с конкретным человеком или с конкретной персоной, с конкретными инстанциями, потому что, ну, нужно что-то разобраться, да, плеть, метла, то есть вымести как будто мусор, часть, может быть, того, что уже не рационально и, в принципе, не будет служить прогрессом. Мысли, может быть, тоже привести в порядок, но вы балансируете, чтобы и не упустить какую-то возможность. Давайте мы спросим даже у колоды Ленорман, прежде чем мы перейдем к тайному и будем выяснять, что же там явного вы узнаете, а каковы вообще, в принципе, тенденции вашей ситуации, каковы энергии дальнейшего развития. А тут что-то будет меняться. Вы скоро получите какую-то, а может быть, вы уже где-то получили, ну, одно известие. Или вот это, знаете, как зацепка какая-то, за что вы понимаете, вам нужно зацепиться, и поэтому, может быть, даже вот какую-то прежнюю ситуацию вы готовы рассмотреть еще раз. Потому как, ну, есть в этом либо ваша перспектива, либо ваш интерес какой-то, но по этой карте, по сути дела, всадник– это всегда добрые вести. Да, рядом с этими добрыми вестями идет, это у нас аркан, саркофаг, да, такой гроб он называется. И это прощание с прошлым. И поэтому здесь стоит какой-то очень сложный выбор. Вам придется, да, какой-то историей заниматься, продолжать или взаимодействовать с конкретным человеком. Может быть, и вести какую-то переписку, но это новый контекст. Потому что есть вот в этой прежней истории то, что вы действительно будете как будто расчищать дорожку, оставляя, может быть, только рациональное, и вот эти плевла, да, которые от зерен, вы будете отбрасывать. Потому что по этой карте это всегда говорит нам о том, что, ну, уже есть контекст, который не имеет смысла. И это ведь прошлое. Может быть, вам придется, ну, сложно забыть о некоторых моментах, если мы говорим даже на уровне общения. Но если мы человеку не верим, а умом понимаем, что, ну, елки-палки, вот жизнь сталкивает прям лбами, да, то, что мы говорим. И вот именно с ним или с ней там, ну, у кого что, приходится встречаться, договариваться, свои вопросы решать, потому что, ну, ты не минуешь, да, ты не можешь это игнорировать. Ты не можешь этого человека на сегодняшний момент исключить, потому что есть, опять же, взаимосвязь. Ну, каковы же тенденции? Ага. Вот так. Что-то заканчивается, а что-то как будто начинается заново. И это все касается того, что вам очень хорошо известно. Поэтому, может быть, даже в отношениях придется пересмотреть отношения. Или придется пересмотреть, может быть, длительность контакта с каким-то человеком, пока вы решите свой конкретный вопрос. Вот так. Настроить себя как будто на, может быть, и дипломатию, а то и на союз, мои дорогие. Вот такие тенденции. Ну, давайте тогда будем узнавать, а что же там за тайны такие? Может быть, это и у вас было какое-то, ну, видение вопроса, да? Когда люди иногда не могут договориться или, ну, не поняли друг друга. Вот такое тоже бывает. А может быть, и есть ваш на какой-то процент интерес, может быть, конкретный материальный интерес, когда, ну, хочешь, не хочешь, а придется и выслушивать человека, и где-то так пройти бочком, узкой какой-то тропинкой, чтобы забрать свое. Вот я такого тоже не исключаю. Поэтому если подходит где-то то, что вы сейчас думаете, или то, что происходит в вашей жизни, я складываю эту колоду, и мы продолжим. Перемешаю я ее хорошо. И вот давайте первое задание дадим картам. Неожиданная правда. Так что же там за правда? А всадник как раз и говорит. Правда, новость, известие, документ, который вы скоро узнаете. Вот у кого что. Пересмотреть что-то заново вам, мои дорогие, придется. И какое-то время, вот даже настройтесь на более далекую дистанцию. Тут, скорее всего, даже и месяцы, а то и годы придется взаимодействовать либо по данному вопросу, либо это те люди, которые мы не можем их исключить из нашей жизни. Может быть, родственники, коллеги, соседи,
Ну, много может быть позиций. Но все же, главный вопрос. Неожиданная правда, которую вы вот-вот узнаете. По поводу чего? С чем будет связано, а может быть и с кем? Неожиданная правда. Расскажите нам, карты. Неожиданная правда, которую вы узнаете. Ну вот что-то вы узнаете по части прошлого. Мы видели с вами эту карту. И именно она по части договоренности. Это вторая карта в вашей сигнификации. И то, что вот приготовьтесь, мои дорогие. Видимо, самый сложный момент, пункт аркан тучи будет говорить, то, как вы видели прежде, вам придется пересмотреть в новой конфигурации. Вот мы хотим это или нет. Где-то тут будет даже такой момент, когда вы в чем-то могли ошибаться. Вы могли кого-то не понять, понять неправильно. Или вы были кем-то неправильно поняты, истолкованы ваши слова. Или когда даже, туча иногда, да, как темнота какая-то. Может быть, вы просто не знали чего-то по закону. И здесь вы, скорее всего, с чем вот идет вот такого своего рода, когда мы себя, кстати, заставляем. По этой карте вы можете себя даже заставить продолжить общение или продолжить, может быть, как путешествие по инстанциям, потому что нужно до ума довести какое-то дело. И в конечном итоге это имеет смысл, потому что 6 – это победа, тут что-то идет к вашей победе. Неожиданная правда может быть связана как и с получением конкретного документа, важной информации или важного разговора, когда будут прояснены именно те вопросы, которые прежде, вот именно недопонимание вызвали. Мало что недопонимание, а еще и какой-то вред, потому что мыши – это всегда вред тайны. И может быть, вот как раз в ближайшее время, какую правду вы узнаете. Вы можете узнать какую-то правду о человеке, который вас подвел. Возможно, то, что он прошел, какие пути по судьбе он прошел за последнее время, да? Что у него в жизни тоже что-то изменилось. Возможно, человек оказался в такой ситуации. Посмотрите, 2 карты. Может быть, он где-то хитрил с вами, а потом жизнь, судьба сложилась так, что судьбу не перехитришь. Перехитрить можно человека, но то, что уже как прописано в нашей судьбе, оно и будет все равно как расставлено по местам. Это точно. Вот вы узнаете, ясность будет, мои дорогие. Совсем скоро, либо, давайте подведем итог, у вас либо разговор состоится, или это будет на уровне документов. Вот та тема, которая вам сегодня не дает покоя, мы говорим о сигнификации даже, да? Она будет шаг за шагом прояснена. И если это только закон, значит, по закону либо вы получите какой-то документ, может быть, этот документ будет, я не исключаю, все-таки мы все разные. Может быть, в какой-то степени даже тут будет отказ, да, например. Или вам будет такой ответ, вы получите, когда вот вы можете так поступить, а по-другому вы не можете. Вот я этого тоже не исключаю, потому что туча, здесь все равно прояснение идет. Но здесь может быть и то известие, когда вроде бы вот именно так, как хочу, не могу. Или даже если буду в этом контексте или в этой позиции продолжать, толку не добьюсь. А вот надо зайти как в другие двери. Тут нужно именно, да хитрее нужно быть, мои дорогие. Тогда и солнце как будто светить будет ярко. О как. Ладно, продолжим. Неожиданная правда. Тут и знание закона вам на многое может открыть глаза. А может быть, подписание каких-то документов, которые тоже для вас могут, вот эти документы, означать подушку безопасности. Давайте продолжим. Неожиданная правда, которую вы узнаете. Для вас это имеет перспективу на длительный период времени. Для кого-то из вас это будет связано либо с местом пребывания в определенном месте, или в каком качестве, на какой срок. Потому что сроки тут точно идут. Может быть, это вы планировали что-то одно на определенный срок, а так оно не пойдет. Тут придется что-то переиграть. Возможно, как знаете, какая-то релокация,
планировали в одно место, а придется съездить еще и в другое. Или, чтобы попасть в окончательное какое-то место, да, где вы хотите быть, вам придется вот такой транзит совершить. Все же как будто ступени, да, развилка вообще эта карта называется, середина, как будто пути мы достигли, и вот теперь выбор. Но этот выбор по аркану звезды, это должна исполниться ваша мечта, или ваш план, или то, что, ну вот вы себе задумали. А ведь и тут и правда, может быть такое взаимодействие с человеком, когда мы меняем даже мнение о человеке, или человек меняет мнение о нас, все-таки аркан собака – это друг. Но это, знаете, даже если мы говорим об отношениях, это другой уровень отношений. Конечно, это дружба, опять же. И если прежде даже отношения строились, ну или вы представляли человека, опять же, человек в вас, что это с позиции вот пообещал, должен исполнить. А тут вот без обязательств, как ни странно. Тут по доброй воле, тут по желанию души. Не случайно Чаромаркете, посмотрите, как будто поводок, ошейник, он сброшен. Можно двояко трактовать, потому что десятка червей, здесь могли быть и вопросы любви, и вопросы страсти, и вполне вероятно, да, вот задвоенность, она тоже же где-то идет по аркану тучи, половина тучи, половина солнца. Но вот как наступает другой период, когда конкретный человек вам готов оказывать содействие или с вами держать беседу, или держать какой-то контакт, как будто собачка, вот такая милая, да, которую нам изобразил Чаромаркете, она ведь сама как будто в зубах держит этот поводок. То есть вот обратный вот этот механизм. Раньше, то есть прежде должен быть сброшен, да, вот именно этот ошейник, какие-то жесткие рамки, какие-то жесткие условия или прежняя конфигурация. А вот в новой конфигурации это как раз может быть рассмотрено. Где-то я об этом весь расклад и говорю, вам придется что-то передумать. И неожиданная правда именно от человека идет. Возможно, это то лицо, которое вам будет сейчас помогать выстраивать правильно даже общение. Или будет помогать вам решать какой-то запутанный вопрос. Возможно, это для вас будет просто даже тот человек, который, ну, добрым словом или искренним отношением к вам тоже окажет какое-то содействие, причем в той ситуации, когда много непонятного вокруг. И это будет какой-то прочный союз. Перевод отношений, я бы сказала, на другой уровень. С другим вообще фокусом интересов, это точно. Может быть, это личная жизнь. У кого-то отношения на расстоянии. Ну, расстояние разное. Но, повторюсь, это вот сейчас некоторые смотрят и некоторые знакомятся. Это когда вы не видели, не слышали, вообще не знаете, да? То есть это то, что в виртуальной реальности происходит, там онлайн-знакомство. Мне сложно об этом очень судить. Но мы говорим в нашем раскладе лишь о тех взаимоотношениях, когда люди знают друг друга. Тут нам, в общем-то, сигнификации уже говорят об этом. Хотя я допускаю, вы могли оказаться как будто в похожих взаимоотношениях, может быть, не раз. Может быть, вот именно вы проходите, ну, какой-то такой опыт, когда и отношения разные, и люди-то тоже разные, а концепция одинаковая. И я сталкиваюсь каждый раз, ну, как упираюсь все в одни и те же ворота или нахожу одни и те же грабли. Но тут явно, посмотрите, вопросы личной жизни где-то. Пусть эта личная жизнь где-то будет и документы, финансы, все это может быть, безусловно. Но тут, скорее всего, не все так однозначно. Вот солнце, да? Как будто мы не можем исключить какое-то общение. И правду. Приготовьтесь к тому, что вы действительно о каком-то человеке совсем скоро узнаете правду. Или он вам сам, я вот тут так больше вижу, что-то расскажет. Или вы, ну, может быть, и документ какой-то от него получите. Исходя из документа вы будете видеть, на что согласен человек, а на что нет. Вот давайте на колоде Таро мы немножко эту неожиданность, неожиданную правду мы с вами раскроем поподробнее. Итак, что же скоро вы узнаете?
Ну, нам продолжают тему отношений. Карта Король мечей. Может быть, у кого-то конкретный человек, либо он очень рациональный, либо тот человек, который занимает высокий пост, ну, достаточно влиятельный. Пусть и пост сам не очень высокий, но механизмы в его руках явно присутствуют. Человек, который умеет, ну, условно, знаете, отрезать, хочется сказать, уже мечи. Часто это карта эксперта, который или юриста, адвоката, тот человек, который нам говорит так, как есть в реальной жизни. И это имеет отношение к делу, и вот к нашим эмоциям не имеет вообще никакого отношения. Сама по себе какая-то правда у вас будет прояснена. По поводу денег. На что человек согласен? Может быть, это как у кого-то даже банально, когда, может быть, и вопросы наследства или размен жилья, да, вот что-то такое, ну или подобное, когда вроде и есть ваша доля или ваш интерес, но есть явный интерес человека, какую правду вы узнаете. Как будто вы узнаете правду, на что готов человек, это точно, на какой процент участия, может быть, в вашей жизни, или на какой процент помощи. Возможно, это ваше взаимодействие через деньги, через финансы, или это даже касается вашего личного дела или творчества. Но это вы вдвоем, вот вы правду будете узнавать, и отчасти именно как готовность человека я больше вижу, какое будущее он видит, или какие перспективы человек видит с вами. Вот что вы узнаете. Вот это правда. И посмотрите. Аркан императрицы. Да тут явно будут продолжены какие-то взаимоотношения. Но это совершенно иной уровень. Для вас это будет тоже благополучие, может быть, и вопросы дома или финансов. Все же больше нам тут говорят, ну, есть тут материальные блага, которые соединяют двух людей. Хотя я не исключаю, что прежде, может быть, это были чувства. Были чувства, а теперь материализм. А что, в нашей жизни бывает и так. Тут даже не знаю карт. Хотя это ваша помощь. Человек может видеть в вас помощь. Человек, смена статуса, мои дорогие, о смене статуса, который вам могут предложить. И тут это по-разному тоже может происходить. Может быть, для вас это статус или этот вариант, который у вас совсем скоро прояснится, это тоже как правда, когда вы понимаете, что, ну да, вот есть какой-то такой пункт, который вы можете для себя рассматривать, потому что это может служить, пусть на какой-то процент, подушкой безопасности на последующее будущее, когда у вас уже есть какой-то опыт, да, но вдруг мне это поможет. Вот тут есть такой момент, а вдруг мне это поможет. Вот и вы вот будете какую-то правду даже в таком проценте рассматривать. Вдруг поможет выйти из какой-то сложной ситуации, и вы себе дадите точно слово, что все-таки, это знаете как, я поставлю свои границы. Я поставлю свои пределы. Пусть вы об этом тоже не скажете, потому что это карта где-то хитрости. Иногда и обмана, да? Тут вы можете узнать, что и с вами хитрили. Но тогда, мои дорогие, вот это точно. Вы будете стараться, вот какие у вас энергии, вот с этой правдой и всем тем, что вы выясняете. Вы для себя, не для афиши, устанавливаете границы. И вместе с тем, как с этими границами вы себе говорите, я даю себе обет не замечтаться, потому что я не хочу, еще раз повторение, опять же, лиса и молодой человек, они расходятся, да, у лисы 2 меча, человек забирает только 5, а всего-то их 7. Казалось бы, что там у лисы забрать эти 2 меча? Нет, он сознательно уходит, как будто я беру свое. Вот и правда, тут вот, знаете, вам судьба может вернуть какую-то ситуацию, когда вам именно свое надо забрать. И пусть это будет 1-2%, но даже 1% чего-то для вас могут сыграть какую-то ключевую роль в вашей жизни. Будьте просто к этому готовы. И, видимо, вот если мы говорим, когда по этой карте какие-то манипуляции даже со стороны людей, а других вариантов нет, вам самим придется быть в тех энергиях, потому что у вас на кону стоит что-то очень серьезное. Вот давайте теперь, что тайного, вот конкретно, что тайного станет явным совсем скоро? Какая тайна? С чем она связана?
Давайте достанем 3 карты основные. Может быть, это сфера жизни. Любовь, личная жизнь. Если мы говорим, что тайного станет явной. Личная жизнь, взаимодействие, но все же дела сердечные. Вопросы дома, мои дорогие. И благополучие финансов. Что тайного станет явным. Но, видимо, закопать топор войны явно придется. В каком-то проценте, опять же. Понимаете, тут нет вот такого, как свидетельства, что вот будет так, а по-другому не будет. Вам какой-то период жизни придется идти, балансируя. Потому что раз саркофаг выпадает, и, кстати, соответствует 9 бубен, это где-то деньги. Недаром прообраз Анубис, а это как владыка подземного мира, хранитель сокровищ, хранитель тайн, кстати. И, может быть, некоторые тайны вы о себе не раскроете. То, что произошло за последний период жизни, вот это правда, хитрее быть придется. Но и некоторые для себя ориентиры вы тоже наметите из расчета, что есть ваша заинтересованность. Внимание, заинтересованность. 9 бубен. И вы допускаете, что вам тоже всего могут не договаривать. Но вот как будто вам нужна независимость, ваш якорь будет вот решить вопрос, и у вас будет к этому возможность, но и точно так же договоренности, личная жизнь. А вот теперь давайте на картах Таро. Что тайного станет явным в личной жизни? Вам как высшие силы, мои дорогие, помогают. На 6 пентаклей – это помощь высших сил. Да, эта карта еще и это финансового успеха. Да, это карта выгоды, мои дорогие. Но складываю для вас высшие силы такую конфигурацию, когда хотим мы того или нет, договариваться придется. Может быть, где-то, кстати, карты будут говорить об отдыхе. Может быть, это вам придется себя даже на что-то уговорить. Возможно, будет в чем-то пауза на недолгий момент. Или вы будете ожидать какого-то известия, или какой-то важной бумаги, может быть и так, прежде чем ваши позиции укрепятся. У вас тут будет о чем поразмышлять. И, понимаете, вы увидите свои сильные стороны, которые будут именно через взаимодействие с конкретным человеком. Либо вы поймете окончательно, вот какая тайна откроется. Вы, скорее всего, поймете, что есть человек, вот именно тот человек, о котором нам много раз уже сказали, который зависит от вас. И пусть это даже сильный какой-то человек, пусть это даже рациональный человек, у нас тут выпадал король мечей, может быть, это вопросы чувств, именно чувства. Хотя у вас я больше вижу энергии материальную. Вот даже такая может быть история. Ну так, ради правды сказать. У вас-то тут про чувства, ну прям скажем, нам не говорили. 9, не думайте, что это карта о чувствах. Эта карта иногда я называю картой эгоиста. Хозяин таверны, который поднимает кубок, он радуется, но у него дела идут хорошо. У него все складывается окей. И поэтому он поднимает этот кубок за здоровье свое и посетителя, потому что ему деньги несут. Это деньги от начала до конца. Поэтому вот здесь такая конфигурация, когда у кого-то, ну, может быть, и человек, как играл с чувствами, понимает, зря играл. Но вы прошли какой-то опыт, то, что вы прошли. И теперь вы поменялись местами. Хорошо, какая правда откроется, это по части... Ну, больше тут дом, семья, какая правда. Или место пребывания. О, а тут не обойдется аркан император. Отхождение по инстанциям, согласование, мои дорогие. И причем такие беседы сложные вам предстоят. Приготовьтесь к ним. Вам придется, вот если мы говорили, границы устанавливать. Смотрите, 7. На вас как будто ворох информации будет, ну, как выплеснули на вас, да? Или вы узнали много всего. У вас может быть в вашей жизни и путаница, когда вы будете нужны сразу и всем. Здесь, возможно, будет такая история, когда вы сами себе можете создать эту путаницу, потому что пытаетесь успеть сразу в нескольких направлениях. Тогда все карты будут говорить, тебе придется в какое-то ближайшее время
сконцентрироваться именно на собственном благополучии. Более того, и, скорее всего, эту конфигурацию документально как-то оформить. Или с кем-то, опять же, договариваться, встречаться, может быть, с персонами, которые очень влиятельные. Пусть это будет не очень влиятельный, а просто человек. Вот у него есть эти ресурсы, мои дорогие. А у вас, какие бы мы сами не были замечательные, нет этих ресурсов. Ну нет и все. Почему мы это обходим стороной? Так вот, поэтому правильное взаимодействие, когда не взять лишнего, но и свое не упустить, и будет победа. Вот такие тайны. Третья карта. Что тайного станет явным? Какая-то история из прошлого. Вообще это интересно. Ну, прямо как по Венере у нас. Деньги и личная жизнь. Или какое-то взаимоотношение, да, ну, сфера взаимоотношений. Вообще карта нам говорит, ты вот оставь, и кстати, саркофаг призывает оставить то, что было в прошлом, как доверить вот этому Анубису, хранителю сокровищ, тайн и прошлого. И он будет это тщательно беречь. То есть есть какие-то и ваши, мои дорогие, тайны, о которых никто не должен знать. Не должны быть вы открытой книгой, вам каким-то образом это помогает. Более того, то, что вы пережили, вот лучезарная дельта, вам сейчас в виде интуиции и мудрого опыта будет подсказывать, как на последующий период действовать. Да, а вот эти уроки прошлого, они тоже не прошли даром, потому что вы теперь будете точно, вы уже знаете, на что вы согласитесь, а на что нет. Потому что все-таки туз кубков, карта радости, вот посмотрите, насколько полярные карты. То, что мы, к нам казалось, похоронили, да, буквально, нет. Тут как новые ростки. И для кого-то из вас, ну вот какое-то дело, да, взаимодействие, контакты или какая-то даже, казалось бы, проблема, она стремится к новому решению, потому что может это совпадать, потому что у нас рыбы, а это перемещение, путешествие, ну я имею в виду не отдых даже банально, а именно перемещение, инстанции или встречи, контакты и деньги. Это все рыбы. Вообще это не случайно в разные стороны, поэтому я говорила, для кого-то переиграть конфигурацию ваших прежних намерений и целей. Да, тут одна какая-то цель, а вообще, мои дорогие, тут, правда, что-то как правда для вас открывается. Вы знаете, вот хочется подвести такой итог. С каким-то человеком, с которым у вас, ну или по какой-то ситуации, по которой у вас было фиаско, по ситуации или опять же по персоне, у вас сейчас будет, ну, продолжено взаимоотношения, продолжен какой-то контакт или возможность что-то переиграть, переделать. Но здесь не совсем теми методами, как это было прежде, не совсем в тех энергиях, а главное, тут, знаете, вам сама судьба возвращает какую-то возможность. И это вот тот шанс, который вам позволяет построить, по сути дела, свое новое солнце, свое новое качество жизни. Тут как два шанса. Переиграть, как я говорила, что-то переделать, пересмотреть. Может быть, это и еще предстоит вам воспользоваться какой-то информацией, воспользоваться чьими-то услугами или даже с тем предложением провзаимодействовать или с человеком, от которого вы были точно уверены, я откажусь, и я вообще ничем подобным не буду ни слушать, ни сравнивать. Приготовьте себя просто к такого рода неожиданностям, потому что для вас это смело можно сказать фортуна. Два шанса. А самое главное, знаете как, вот видимо, что означает Анубис? Ведь это карта искаженного восприятия. Реалистом быть стоит. Но, видимо, даже в каком-то проценте рассматривать какие-то предложения, не устраивая себе сеанс самокопания, вот как раз по этой карте. Иначе ты вот и можешь упустить этот шанс. Давайте еще, что тайного станет явным. Хочется сказать, будет у вас какой-то очень откровенный с человеком разговор. Может быть, это у кого-то уже и состоялось, как прелюдия разговора. Или как, ну, к примеру, как отношения, да, это пусть вот именно прелюдия или какие-то первые шаги, когда вам человек раскрывать начал
самого себя, в свою душу. Я вот этого не исключаю, у кого-то может проиграться. И вы можете столкнуться с тем, что вам потребуется мудрость, и вы удивитесь даже тому, что расскажет человек, скорее всего, о том, что у него есть какие-то сомнения, страхи. Вы можете узнать о том человеке правду, кого считали сильным человеком. Вы, может быть, вот эта собачка, где-то тут она у нас была, вот. Это может свидетельствовать о том, что вам человек совсем скоро может рассказать о себе то, что не рассказывал никому, как довериться. И может быть вот именно, казалось бы, это не просто там сплетни, тайны, вот у нас сегодня такой расклад, а это, знаете, как исповедь перед вами. А что это такое? Что это такое для вас? Новый шанс. Это какая-то очень важная информация. А для чего вам это нужно? А вам это нужно для будущего, для правильного взаимодействия, может быть, и с конкретным человеком, но для кого-то иногда по этой карте все-таки заработки или изучение, обучение, как прописанная работа в команде. Но, может быть, это не работа, а когда мы оказываемся в новой общности людей. И вот, значит, вот какая-то история вам, она тоже будет, но если не во благо, то как какой-то опыт, когда вы, и даже этот опыт можете переложить на реальные рельсы, как-то этим воспользоваться, это точно в какой-то запутанной истории. То, что было вам казалось, как сумерки, то, что вам казалось, или вы были уверены, манипулятор, да, человек. Ну, наверное, будьте готовы к откровенным разговорам, потому что от вас тоже человек может как, ну, или вести так нить разговора, пытаясь о вас что-то узнать больше. Может быть, для взаимопонимания это даже будет необходимо. Это разговор как на уровне интуиции. Вы знаете, здесь ведь может быть даже для вас, как становление мага. Хотя я не исключаю, что это может быть и человек. Вот такой сложный союз людей, мои дорогие. У нас выпадает аркан мага и аркан сила. У нас, кстати, очень интересный расклад. У нас выпадает, да, аркан император и императрица. Посмотрите. Поэтому, наверное, и так вот двояко, да, задвоенно нам говорят карты о том, что сложные взаимоотношения, они будут продолжены и должны быть выведены на новый уровень. В конечном итоге победа. И это не то, что есть победитель и есть побежденный. Нет, это когда выигрывают оба в какой-то запутанной ситуации. Перекладывайте на себя, мои дорогие, необычный расклад. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые и искренние комментарии, за то, что вы описываете, ну, вот свои перипетии жизни. Я не успеваю всем отвечать, поверьте, я все читаю. Это мне очень помогает ориентироваться, потому что я когда делаю расклады, я ведь даже не могу предположить. Иногда у себя спрашиваю: Женя, ты вообще понимаешь, что это такое? Или очень приблизительно. Я вам искренне скажу, приблизительно, я не могу увидеть все. Но когда я читаю комментарии, я понимаю, что расклады могут быть полезны. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там собраны все мои творчества, как и 3 YouTube-канала, так и сайт. И, кстати, статьи сайта тоже читайте, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Берегите себя, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.